видео. Переходим к следующему городу-муниципалитету, город Арагипу. Смотрим на карту. Стоимость отличается сильно от самой города Ларнаки. 1874 евро, видим, новое жилье. Рост за один месяц плюс 0,54%. Видим повторяющиеся данные в экселевские данные в таблице внизу, да, видим, что рост также 0,54, ну это дублирующие данные, за месяц рост 0,54%. Переходим к следующему слайду и здесь посмотрим, что произошло с данным жильем, новое жилье в течение года муниципалитета Радипу. Итак, декабрь 2024 год, 1800 евро за квадратный метр. И декабрь 2025 год, 1874 евро за квадратный метр. Что показало рост? В годовом измерении смотрим на табличку внизу, экселевскую, 4,09%. То есть тоже на 4% по всем, в общем-то, двум, по крайней мере, городам, которые мы сейчас с вами обсуждаем, видим рост. Обратите внимание на стоимость квадратного метра. Ну, это вполне адекватная цена даже для города Киева. Хотя сравнивать как бы Ларнаку и город Киев и по населению, и как бы по всем остальным параметрам это нельзя просто сравнивать. Но в качестве примера, там, кто смотрит мои видео, это вполне киевские цены, то есть, причем цены не в центральной части города Киева. Поэтому слухи о том, что Кипр является островом, где живут одни только миллионеры, он, друзья, сильно преувеличенный. И приехав сюда, так сказать, и живя уже 3 месяца, я вполне вам, так сказать, ответственно об этом заявляю. Бюджетная недвижимость здесь тоже продается. Переходим к следующему слайду. Здесь у нас старое жилье муниципалитета Радипу. Ну, та же самая история, друзья. Единственное, что стоимость квадратного метра вернее, 1615 евро за квадратный метр, еще дешевле. Рост плюс 0,31% за месяц. Эти же данные дублируются внизу в экселевской табличке. Единственное, что здесь вы можете посмотреть более подробно, да, по локациям, которые входят в муниципалитет Радипу. Ну и что же произошло за 12 месяцев с данной недвижимостью в муниципалитете Радипу? Видим период сравнения декабрь 2024 год, 1561 евро за квадратный метр. В декабре 2025 это уже 1615 евро за квадратный метр. И внизу подытоживающие данные, рост за год 3,48%. Ну, та же самая история. И старое, и новое жилье растут чуть больше 2%. Где-то 3%, где-то 4%, как мы видели. Переходим к следующему, друзья, слайду. Здесь у нас город-муниципалитет. Ну, на карте, видите, отрисовывается, это границы города-муниципалитета отрисовывает нам карта Google Maps. Ливадия Лардакас. Новое жилье 2543 евро за квадратный метр и рост плюс 0,20% за месяц. Эти данные также в экселевские таблички. Следующий слайд посвящен тому, что произошло в городе-муниципалитете Ливадия-Ларнакас на протяжении 1 года. Период сравнения декабрь 2024 год 2511 евро. И декабрь 2025 года 2543 евро. Что показало в годовом измерении, друзья? Ну, меньше всего, видите, подешевело, вернее, в данном случае подорожало в городе-муниципалитете Ливадия-Ларнака всего лишь на 1,27% за год. Смотрим следующий, друзья, слайд. Это муниципалитет Ливадия-Ларнакас, уже старое жилье. Видим, что отличается стоимость квадратного метра. Также, если новое 2543 евро на карте показывает, то старое
2142 евро за квадратный метр. Динамика также роста незначительно, плюс 0,23%. Внизу обращайте внимание также на табличку. Что произошло со старым жильем в течение года в Ливаде и Ларнакас? Также видим динамику роста. Декабрь 2024 год это 2110 евро. И уже декабрь 2025 год 2142 евро, что показало рост на 1,66% в годовом измерении. Тоже, в общем-то, чуть меньше, да? Чуть меньше, чем новое жилье.